Добрый день, дорогие друзья! В этом видео мы поговорим второй раз, это уже будет у нас вторая часть, ответы на вопросы по банкротству. Если я где-то не полностью раскрыл вопрос, либо вам нужно какое-то уточнение, пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях. Или, например, в описании под видео будет ссылка на Telegram-бот, то есть вы туда пишете свой вопрос, относительно быстро вам отвечаем. Значит, не будем тянуть время, давайте, поехали. В какой суд подается заявление на банкротство физического лица? Заявление на банкротство физических лиц подается в арбитражный суд по месту проживания должника. Арбитражный суд, он один в регионе. То есть, например, арбитражный суд Ростовской области. Вы живете где-то в Ростовской области, но суд у вас один будет, который находится в Ростове. И также касается республик, других областей. Но как понять? У нас в законе сказано, что то есть место жительства должника является место его преимущественного проживания. Как понять, какое место преимущественного проживания ваше? Очень часто обращают внимание на регистрацию, то есть на постоянную регистрацию. И это считается преимущественным проживанием должника, любого гражданина в принципе. Но у нас какие ситуации бывают? У нас, например, люди прописаны в области, либо вообще прописаны в одном субъекте Российской Федерации, а по факту работают в Москве, Московской области. Куда же им обращаться? В какой суд? Потому что, конечно, ближе тот суд, и хотелось бы обращаться в тот суд, где вы реально живете, где реально что-то там под контролем. И вот если у вас есть какие-то подтверждающие документы, например, договор аренды, где вы живете там в другом регионе и арендуете жилье, тогда, конечно, мы можем предоставить этот договор аренды и этим обосновать, что мы подаем не в тот суд, который как бы закреплен за нашим местом регистрации, а в другой, потому что преимущественно проживаем мы в этом регионе. Но по общим правилам подается в арбитражный суд по месту регистрации должника. Дальше. Что такое преднамеренное банкротство? Несколько целенаправленных действий, направленные на сокрытие доходов, вывод имущества, которые в дальнейшем приводят к банкротству физического лица. То есть, например, преднамеренное банкротство. Вы перед банкротством переоформляете с себя имущество, а потом подаете заявление на банкротство, чтобы списать с себя долги. Это считается преднамеренным банкротством. Если быть точным, вот я выписал, есть четкие признаки, как это написано в законе: подмена дорогостоящего имущества более дешевым, продажа имущества ниже рыночной стоимости, выплата кому-то компенсаций, штрафов несоразмерных. То есть, например, вы делаете, якобы вы там должны кому-то деньги и выплачиваете, например, их. Заключение заведомо убыточных сделок. Это чаще касается юридических лиц, тем не менее, то есть какие-то сделки, которые заранее дефолт вас приводит. Это что касается преднамеренного банкротства. То есть, если у вас есть перед вашим банкротством вот какой-то из этих пунктов, значит, это могут рассмотреть как преднамеренное банкротство. Но давайте будем говорить честно, как бы откровенно, на это вообще никто не обращает внимания. То есть, вы не переживайте. Если что-то из моих слов вас испугало, пожалуйста, снизу в описании видео ссылка на Telegram, пишите, я отвечу, распишу более подробно вашу ситуацию. Значит, дальше. Продадут ли имущество при банкротстве физического лица? По общим правилам имущество должны продать. То есть, смотрите, самый главный принцип банкротства – это недостаточность. То есть должны продать имущество, обратить взыскание на все ваши деньги, какие только есть, и еще какой-то долг должен остаться. Вот тогда это банкротство. Самый главный принцип – недостаточность. Поэтому при банкротстве, конечно, все имущество, которое у вас есть, вам оставят. Единственное жилье, необходимое для жилья, бытовую технику, там мебель, а все остальное должны продать. То есть если у вас, если, кстати, например, вот такой вопрос тоже часто, у меня частный дом, то есть дом стоит на земельном участке. Если на земельном участке расположен объект единственного жилья, то земельный участок тоже не подлежит реализации. А так автомобиль, техника, может быть, автотранспортная техника, это все подлежит реализации, это все продают. Если оно за вами зарегистрировано, вам нужно срочно его каким-то образом спасать. Каким-то образом, например, у нас есть четкие конкретные юридические конструкции, которые позволяют сохранить имущество перед банкротством, и как отвечал на предыдущий вопрос, чтобы это не было преднамеренным банкротством. Поэтому пишите тоже, здесь мы вам поможем. Но вы должны знать, что по общим правилам нельзя заходить в банкротство, если у тебя есть что-то кроме единственного жилья, официально на тебя зарегистрировано. Банкротство физического лица с коммерческой недвижимостью. Это ничем не отличается от банкротства физического лица с обычной недвижимостью. Просто единственное может быть такое, что коммерческая недвижимость дает вам доход, если она используется. При подаче на банкротство вам могут не назначить процедуру реализации имущества, чтобы сразу продать.
вам могут вести процедуру реструктуризации. И доход, вырученный с этой коммерческой недвижимости, будут перечислять в конкурсную массу, чтобы хоть как-то погасить требования перед кредиторами. Реструктуризация — это тоже часть банкротства. То есть не надо путать с банковской реструктуризацией. То есть вам и в банке могут дать реструктуризацию, а также одна из этапов процедуры банкротства — это реструктуризация. И вот, например, как вообще определить, будет ли эта процедура реструктуризации или нет? Вот вы подаете на банкротство. Мы все с вами знаем одну единственную формулу. Если гражданин в течение 36 месяцев не может погасить свои долги, тогда он банкрот. А если он может погасить свои долги как раз примерно в 36 месяцев, тогда суд вам говорит: так, давайте мы ведем процедуру реструктуризации, потому что вроде как гражданин может рассчитаться со своими долгами, назначает вам на 3 года какой-то ежемесячный платеж. Если у вас есть коммерческая недвижимость, то, соответственно, суд, арбитражный управляющий, кредиторы рассчитывают на какой-то выхлоп, на какой-то заработок с этой коммерческой недвижимости, который будет идти в счет погашения долга. Если же, например, в течение 3 месяцев не удается использовать коммерческую недвижимость, тогда на нее будет общая процедура реализации. Обращено взыскание, она будет продана, деньги, вырученные с продажи, будут идти в счет погашения долга. Продадут ли акции при банкротстве физического лица? Да, акции — это тоже имущество. Как мы знаем, все имущество должника, помимо единственного жилья или какого-то там срочно необходимого, как я рассматривал на примере с автомобилем, посмотрите тоже обязательно, все должно быть продано, деньги в счет погашения долга должны быть розданы. Как только они будут выявлять эти акции? Вот, например, кто может проверить? То есть вы, когда подаете на банкротство, вы обязаны сообщить, что у меня есть акции, у меня есть имущество такое-то. Это к заявлению о банкротстве идет документ, называется опись имущества должника. И там вы это все должны расписать. Скрывать, мы знаем, нельзя. Мы должны писать всю реальную информацию. Но есть такие акции, которые смысла нет указывать, потому что их даже не смогут реализовать, но лишнее внимание мы к ним привлечем. На примере биткоин, это мы с вами знаем, что это электронная валюта и как-то можно ей вроде расплачиваться. И все это знают. Но государственные органы не работают с биткоином. Мы не можем расплачиваться в магазинах, не можем платить налоги, например, с электронной валюты. Или есть, например, такие акции, которые тоже USDT, например, да? Это как вроде электронный доллар. Вы можете зайти на платформу Binance, купить его и расплачиваться где-то за рубежом. Но в России это никак не регулируется, никак не признается. Но акциями считается. Поэтому вот нужно знать, есть такие акции, на которые не обратят взыскания. Есть официальные акции. Акции там завода какого-то, который находится на территории Российской Федерации, которые зарегистрированы, которые Центральный банк покажет, что гражданин является акционером. Потому что акции это считается как участие в органах управления юридическим лицом. И если, например, просто бывает недостаточно акций для того, чтобы принимать какие-то решения, влиять на принятие решений, но тем не менее вы по-любому сторонник какого-то решения из тех лиц, которые, я чтобы вас не запутал, просто есть регистрируемые акции, которые увидят в любом случае, а есть тоже называются акции, но которые никто не увидит. Вот как узнать в вашем случае? Если у вас есть какие-то сомнения, опять же, внизу канала есть ссылка, пишите туда, говорите, какие у вас акции, мы рассмотрим вашу ситуацию, скажем, дадим ответ, и вы будете спокойны, будете знать, что делать. Если, кстати, вести речь про акции, и вы, например, уже на грани процедуры банкротства, ни в коем случае самостоятельно не надо с себя ничего скидывать, не надо себя перерегистрировать, никакое имущество. Потому что это опасно. Все будет проверяться. Нужно грамотно это вывести. Так, навскидку, мы не должны делать ничего, что выглядит как сделка. И тут надо подумать, как скинуть с себя имущество, но чтобы это была не сделка. Могут ли уволить при банкротстве физического лица? Значит, при банкротстве физического лица, если вы работаете в ООО, ИП, может быть в каком-то акционерном обществе, ваш работодатель даже не узнает самостоятельно, что вы проходите процедуру банкротства. Нету каких-то таких рычагов, когда вы работаете и арбитражный суд присылает письмо вашему работодателю о том, что у вас процедура банкротства. Такого нету. Вот единственное, есть, например, в организации служба безопасности. И эта служба безопасности, по каким-то принципам, вот они решили, что если наши работники, например, банкротятся, нам такие сотрудники не подходят. Я такого лично не видел, это просто предположение. Сотрудники полиции, военнослужащие, МЧС, это все клиенты были у меня лично на процедуру банкротства, которую мы сделали, и у них никакой проблемы вообще даже на службе не возникло. Поэтому так уволить не могут, на работе никак не узнают, никто не сообщит. Но может быть у вас какая-то, вот, например,
вы занимаете должность начальника отдела в каком-то банке. И у банка требования, вот если он должник, например, по кредитам, он не может соответствовать этой должности. Если он банкрот, он не может соответствовать этой должности. Опять же, вас не могут уволить, потому что если обстоятельства банкротства произошли в ходе выполнения рабочих обязанностей, то есть вы работаете по трудовому договору, нету такого основания у работодателя уволить сотрудника, потому что он стал банкротом. Они могут вам подойти, там как-то что-то попросить по собственному желанию, перевестись. Вы на эти варианты не должны подписываться, потому что это незаконно. Так вас никто не может уволить. И этого не произойдет. Никто на работе там не будет к вам с этим приставать. Это просто уже вот, если вы сосете с пальцем из этого вопроса хоть как-то, хоть какой-то ответ «да», то вот такие вот предположения у меня могут быть на этот счет. Что будет с наследством при банкротстве физического лица? Вот смотрите, вообще наследство, что такое наследство? Наследство — это имущество, которое передано вам от наследодателя. Имущество мы знаем, что реализуется у нас в ходе процедуры банкротства. Да, действительно. Но процедура вступления в наследство, она долгая. И вы можете, например, вы знаете, что вам нужно вступать в наследство, но вы еще не начинали вступать в наследство. Поэтому вы в этот промежуток можете подать заявление на банкротство, списать с себя все долги и потом вступить в наследство. Тогда с имуществом ничего не будет. Если вы начали вступать в наследство, уже вот эта процедура, срок полгода у вас идет, но еще имущество не приняли, еще наследство не приняли, то вам тоже можно заявляться на банкротство, проходить процедуру, списывать себя все долги и потом уже только после процедуры банкротства через Росреестр, через юстицию ставить на себя, регистрировать на себя это имущество. Здесь про это тоже никто не узнает. Но если, например, вы приняли наследство, все уже по факту это ваше имущество, оно на вас зарегистрировано, тогда что будет с наследством? Наследство реализуют. Если нужно сделать так, чтобы этого не произошло, пишите, пожалуйста, нам, будем с вами думать. Точнее, мы вам будем давать уже готовые ответы, как это все правильно сделать. Банкротство учредителя ООО как физического лица. Вот смотрите, если учредитель компании проходит процедуру банкротства, в принципе нету никаких проблем с списанием долгов. Долги ему спишут, все будет, если он подходит под нашей формуле. Формула какая? Если в течение 36 месяцев гражданин не может погасить свои долги, тогда он банкрот. Ему спишут долги. Но единственное, что он учредитель, имеет долю в ООО. Имея долю в ООО, это означает, что у тебя есть имущество, которое должно быть оценено. Просто чаще всего доли в компаниях, вот среднестатистическую, если взять, она как бы не стоит ничего. Там что, уставной капитал 10 тысяч рублей, он там один из двух учредителей, то есть 5 тысяч рублей, по сути, чтобы провести просто процедуру реализации, реализовать один вид имущества, управляющему нужно потратить минимум 15 тысяч рублей на публикацию, это единый федеральный реестр. То есть это нецелесообразно. Но после процедуры банкротства учредитель, он не может быть, то есть мы знаем правила, не может занимать руководящие должности в органах управления юридическим лицом. И вроде учредитель прошел процедуру банкротства, списал с себя долги, долю арбитражный управляющий не стал реализовывать, она осталась за нашим должником, уже не должником. Но он не имеет права, то есть он в налоговой находится в черном списке директоров и учредителей. Поэтому он не имеет права получать, то есть он вроде как числится, это как брошенный автомобиль, который просто не утилизировали. Он уже не претендует на эту долю никак, не может получать никакие дивиденды. И по идее должен выйти из состава учредителей ООО. И это самый, кстати, нормальный вариант, вот так будет сделать ему. То есть компания, по сути, ему уже не принадлежит. То, что он числится в выписке после процедуры банкротства, это просто потому, что он не перерегистрировал. Но можно перед этим, перед процедурой банкротства, кстати, завести своего, например, учредителя. Не продажа там сделать, а просто отчуждение. Если эта доля ничего не стоит, то переживать вообще не нужно. Можно ли выезжать за границу при банкротстве физического лица? Да, можно выезжать за границу. Никаких проблем с выездом не будет. После процедуры банкротства тоже можно выезжать за границу. Никаких проблем с этим не будет. Я слышал, многие говорят, вот я не смогу уехать за границу. Это все ложь, это неправда, не верьте. Вот эти все форумы, где вы читаете эту информацию, это просто блокируйте. Просто не смотрите. Если у вас не было просрочек или там еще никаких судебных споров с кредиторами не было, и вы как бы до этого подаете на банкротство, у вас возбуждают процедуру банкротства, вы проходите процедуру, то есть у вас нету никакого обременения запрета на выезд за территорию Российской Федерации. Можете спокойно выезжать. Какой есть нюанс? Арбитражный управляющий по ходатайству какого-то кредитора может ходатайствовать перед судом, чтобы суд вам ограничил запрет на выезд. Я такого лично не видел, но вообще это теоретически возможно.
Когда вы начинаете процедуру банкротства, это второй вариант. Например, и у вас до этого уже судебные споры были, уже какие-то исполнительные производства у вас возбуждены, и у вас там с тех пор висит запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Вам вот в таком случае тоже можно выезжать за границу, но только после того, как вас признают банкротом. Почему? Потому что когда вас признают банкротом, по закону все исполнительные производства должны прекращаться, все долги должны передаваться в арбитражный суд, и уже этим занимается арбитражный управляющий, который, как мы знаем, не накладывает запрет на выезд. Это в редких случаях, я не видел такого лично, но вот просто слышал, что такое возможно. Запрет на выезд он накладывает. И поэтому вам, чтобы выехать за границу с уже имеющимся запретом, нужно подать на банкротство, дождаться, пока вас признают банкротом, проверить, действительно ли прекращены исполнительные производства, и выезжать можно. Потому что прекращение исполнительного производства обязывает судебного пристава снять все обременения, ограничения, которые наложены в ходе исполнения вот этого исполнительного производства. Вот, поэтому, надеюсь, я понятно ответил. Если вы хотите проверить, можно вам выезжать или нет, как это будет в вашем случае, пишите, пожалуйста, в комментарии или в ссылка под видео. Мы скажем, можно выезжать или нет. Значит, дальше у нас что идет? Если кредит уже у приставов, можно ли подать на банкротство? Если кредит уже у приставов, конечно, нужно подавать на банкротство. Будете ли вы банкротом, спишут ли с вас долги или не спишут с вас долги, это никак не влияет, никак не зависит от есть просрочки, нету просрочек, уже у приставов, может уже закрыто у приставов, или идет суд какой-то, но еще не у приставов. Никак это не влияет на конечный результат, на списание долгов. Вы должны знать, что есть две статьи, точнее статья 1, две части, первая и вторая, 213.4 закона о банкротстве, как гражданин может признать себя банкротом. Точнее, в первом случае, часть первая, это когда гражданин обязан подать на банкротство, когда у него уже есть просрочки, а уже у приставов, как звучит в вашем вопросе, можно ли подать на банкротство, если кредит уже у приставов. То есть это значит, что у вас уже есть просрочки, однозначно, не может быть по-другому. А вторая часть, 213.4 закона о банкротстве, если у вас еще нету просрочек, но вы предвидите, что они появятся, тогда у вас есть право подать на банкротство. Поэтому, если у вас просрочки уже у приставов дела, подавайте на банкротство. Если у вас нет денег, но в ходе исполнительного производства, которое было у приставов, вас какие-то деньги удерживали, тоже обращайтесь к нам. Есть вариант вернуть эти деньги. С них уже провести процедуру банкротства. Снизу под видео описание нажимайте, пишите ваш вопрос. Арестовывают ли счета при банкротстве физических лиц? Да, счета действительно арестовывают, то есть на них накладывают, если прямо сказать, такое ограничение. Вы подаете на банкротство, вас признают банкротом, назначают где-то 4 месяца процедуру реализации имущества, и вот в ходе этой процедуры у вас будут арестованы счета. Это не значит, что вы никакие деньги не будете получать, просто вы не сможете переводы делать, как это обычно принято. Вам деньги в любом случае работодатель будет начислять на этот счет. Не надо менять счет, все оставляйте этот счет. Просто с этих денег арбитражный управляющий будет выдавать вам минимум, положенный для вас. Это не прожиточный минимум по региону, это больше, нормальные деньги, там хватит вам. Ну это до 50 тысяч, если вы паритесь, то вы будете получать эти деньги. Просто вы не сможете, они будут приходить вам на ваш счет, который арестован, и вы не сможете просто ими пользоваться как раньше. Вам нужно будет идти в банк, снимать деньги наличными и ими уже пользоваться. И где-то там на форумах тоже, опять же, я вот так люблю эти форумы, люди пишут, что это нужно, арбитражный управляющий будет вам переводить деньги, он будет изымать у вас карты. Где-то есть, наверное, такие арбитражные управляющие, которые так работают, но я просто рынок хорошо знаю, и так из моих знакомых никто не работает. Арбитражный управляющий, когда вы получаете зарплату, делает вам согласие на получение денежных средств электронной подписью, находясь в другом городе, посылает его вам в банк. В течение 2 дней банк его регистрирует, и вы идете в любое отделение банка на территории Российской Федерации, где вы получаете зарплату, любой доход, и снимаете эти деньги, свои деньги. И так происходит каждый месяц. То есть один раз он послал согласие, и вы каждый месяц ходите. 4 месяца вот это нужно потерпеть, через 4 месяца зато все, как было раньше. В любом банке дебетовая карта, переводы на свой счет получаете, никаких проблем, никто не арестовывает, не списывает, спокойно пользуйтесь картами. Но если ответить на вопрос, да, счета будут арестованы. Как раньше, вот короткий промежуток времени такого не будет. Как получать заработную плату во время проведения банкротства физического лица? Я уже ответил на этот вопрос. Получайте наличными в банке по согласию арбитражного управляющего. Может быть, не всю заработную плату вы получаете, может быть, чуть-чуть меньше.
но тем не менее, то есть прожиточный минимум до 50 тысяч вы будете нормально получать. Могут ли не списать долги по банкротству? Вот такое возможно, если будут выявлено преднамеренное банкротство. Либо, например, у меня был случай, когда один единственный раз, когда не списали долг по банкротству один. Это если, например, у вас залоговое имущество, то есть вы взяли, например, в моем случае это как было, много кредитов, много долгов. И один из этих кредитов, 200 тысяч, это автокредит. И вот но этой машины нету, то есть мы не смогли ее предоставить в суд. И нам списали полностью все долги, но вот этот долг остался, 200 тысяч. И то есть выход. Что мы сделали после процедуры банкротства? Напрямую обратились в эту коллекторскую компанию, она у Совкомбанка выкупила долг. Предложили выкупить, за 40 тысяч мы выкупили этот долг. То есть по цессии привели третьего лица, он выкупает, машин нету, то есть и дохода про выкуп долга смотрите, то есть отдельное видео, как это делать, это там нормально я рассказываю. Если, например, вы не хотите делать процедуру банкротства, альтернативные варианты ищите, вот выкуп долга это для вас. А так, знаете, банкротство это не какой-то суд, где спорят две стороны, списать ему долги или нет. Банкротство это суд о признании факта. Если гражданин в течение 36 месяцев не может погасить свои долги со своего дохода, а доходом считается то, что гражданин получает официальная заработная плата за вычетом прожиточного минимума на себя и на членов всей своей семьи. То есть вот немного непонятно объясняю, но формула вот это вы знаете. Все, кто на меня подписан, эту формулу знают. В течение 36 месяцев со своего дохода не может погасить свои долги, равно банкрот. Невозможно, чтобы долги не списали. Почему все юристы дают вам 100% гарантии, и мы заплатим кредиты за вас, если с вас их не спишут? Потому что они знают, если вы подходите под эту формулу, с вас спишут все долги. Если нету какой-то там химии, если ничего не химичили, если справки нормальные давали, если залоговое там, имущество предоставляете, тогда с вас долги спишут. Кто такие кредиторы при банкротстве физического лица? Это те, кому вы должны на сегодняшний день. Почему я говорю на сегодняшний день? Потому что если вы должны в этих долгах уже давно, сегодня вы можете быть должны даже не тем людям, не той организации, у которой вы брали долг. Вот в предыдущем вопросе я отвечал, что там Совкомбанк, нас потом уже передали какая-то коллекторская, там СФО Финанс называется. Кредиторы это те, кому вы должны. И вы, например, можете думать, что я должен только в банке и микрофинансовой организации. Но на самом деле нет. Есть еще налоговый орган, он тоже выступает в качестве кредитора. Налоговая по месту вашей регистрации. Вы, может быть, думаете, что если уже, например, у вас все у судебных приставов. Судебные приставы это тоже ваш кредитор, потому что он взыскивает долги, но 7% вот этот исполнительский сбор, который они вешают на каждое исполнительное производство, 7% от суммы долга идет судебным приставам. То есть они тоже ваши кредиторы. То есть ваши кредиторы это те, кому вы должны деньги. Те, кто в процедуре реализации имущества будет включаться либо не включаться в реестр кредиторов. Те, кто в случае реализации вашего имущества будет получать что-то. Реализация не название процедуры имею в виду, а имею в виду, если что-то будут продавать. То есть это те ребята, с кем мы боремся. Дальше. Публикация при банкротстве физических лиц. У меня есть уже короткое видео там на канале ответ на этот вопрос, тем не менее отвечу. Вот у многих вопрос, зачем публикация, газета «Коммерсант», что это такое, это вообще государственное банкротство или это какое-то частное? В законе о банкротстве написано, что гражданин, если проходит процедуру банкротства, организация любая, если проходит процедуру банкротства, на нее кто-то подает на банкротство, либо сама организация подает на себя на банкротство, то же самое касается и физлиц, обязаны сделать публикацию в газете «Коммерсант» о том, что они проходят процедуру банкротства. Для чего? Для того, чтобы все, кому этот гражданин должен, в каком-то максимально известном источнике мог получить эту информацию. Чтобы гражданин, когда заявляет своих кредиторов, мы рассматривали, кто такие кредиторы до этого, и он часто не знает уже, вот я брал кредит в Совкомбанке, они продали там коллекторское агентство Феникс, и вот гражданин не знает этого и заявляет, что он должен в Совкомбанк. Совкомбанк отвечает, нет, нам ничего не должен. У гражданина нету перед нами долговых обязательств. То есть в Совкомбанк приходит копия заявления о банкротстве, и они отвечают. То есть они не пишут, что долг по цессии был продан тогда-то, тогда-то коллекторскому агентству Феникс. Чтобы не было вот этих ситуаций, есть у каждого гражданина, у каждого лица, который дает кому-то что-то в долг, есть обязанность проверять единый федеральный реестр банкротов. Понимаете, если вы
подаете на банкротство, указываете всего 2 у себя кредитора, у вас их 15, и кредиторы не заявляются в процедуру банкротства, и потом уже с вас списывают все долги, не эти 2, а полностью все, даже те, про кого вы не сказали, ну если это там не специально было сделано. И потом эти кредиторы кидаются и говорят: а какое банкротство, у нас кредитный договор, то там просрочка 2 года, по нему мы еще подадим на тебя в суд. Это их проблемы. Долги все равно списаны. То есть банки постоянно мониторят. Газета «Коммерсант». Ну, понятно, это не на бумажном виде в газете происходит, это в электронном виде. Кто делает эту публикацию? Эту публикацию делает даже не должник. Эту публикацию делает арбитражный управляющий. То есть, по сути, должника это вообще никак не касается. Он просто подает на банкротство. Его признают, и арбитражный управляющий обязан в течение 5 дней с момента признания гражданина банкротом, либо с момента совершения какого-то юридически значимого действия в процедуре банкротства, должен сделать там публикацию. Потому что произошло то-то, то-то. Если вы откроете единый федеральный реестр банкротов, вы увидите, что у каждого банкрота есть своя карточка, в которой отмечены все значимые действия. Признали банкротом, выставили на реализацию там автомобиль, торги перенесли, автомобиль реализован, процедура банкротства завершена, долги списаны, гражданин освобожден от обязательств. То есть вот эта публикация, она должна для того, чтобы информировать общество, кредиторов о том, что у вас что-то происходит в рамках процедуры банкротства, и они могли заявляться. Это обязательное действие при процедуре банкротства. Если арбитражный управляющий не делает за вас публикацию, его привлекают к административной ответственности. А так, на секундочку, 2 раза арбитражный управляющий привлечен к административной ответственности в рамках всех процедур банкротства, которые он ведет, его дисквалифицируют. То есть все, уже не арбитражный управляющий, иди просто юристом работай, там, банкротство продавай, предлагай. Вот. Поэтому это обязательно. И это стоит денег. Одна публикация стоит где-то 12 тысяч рублей. Поэтому они вам говорят, то есть заранее. Какие гарантии, что долг спишут при банкротстве? У вас гарантией является, во-первых, качество и надежность в том специалисте, с кем вы работаете. То есть вы должны посмотреть отзывы, что за организация, кто вам делает процедуру банкротства. А второе, это 127 федеральный закон о банкротстве. Ваша гарантия — это та формула. Если гражданин в течение 36 месяцев не может погасить со своего дохода все долги, тогда он банкрот. Если вы подходите под эту формулу, это ваша гарантия. Если не подходите, уже гарантии сомнительные. И здесь вам нужно понимать, опять же, сейчас подробно, у меня, я думаю, все уже знают, каждый подписчик на канале знает эту формулу, но что считается доходом при банкротстве и вообще что считается доходом? Доходом считается не то, что вам ежемесячно кто-то там платит, падает на карту зарплата, извиняюсь за такой сленг. Доходом считается то, что вам ежемесячно начисляет работодатель, пенсионный фонд за вычетом прожиточного минимума по региону на себя, на всех несовершеннолетних членов своей семьи. Если супруга не работает, на нее тоже добавляйте. Все, что остается свыше, это уже ваш доход. Но и то можно уменьшить, потому что там написано «и иных необходимых для существования денежных средств». Вдаемся теперь в само понятие, что такое прожиточный минимум. Это денежные средства, предназначенные для приобретения продуктов питания и продовольственных товаров. То есть продукты, и раз в год купить там обувь, джинсы, куртку. Там слова нету про оплату коммунальных услуг. Ага, а вы коммуналку платите. Поэтому туда можно добавить коммуналку, живете не по адресу регистрации, договор аренды добавляем. То есть это все растягивается. Тут у нас в стране каждый подходит под эту формулу. Но эта формула является гарантией, что с вас спишут долги. Ну, нужно обезопасить. Если что-то химичили, где-то какие-то справки или корявое имущество там продавали незаконно, набрали кредиты, сразу подаете на банкротство. Конечно, нужно все обезопасить, чтобы все это нормально выглядело, красиво. И в заявлении о банкротстве описать. Не чтобы нам там уже в рамках банкротства кто-то задавал вопросы, а мы уже сами заранее отвечаем на эти вопросы, все красиво выглядит, подаем. Вы работаете с проверенным специалистом, проверенный специалист работает с проверенным арбитражным управляющим. Судья, суд, это вообще не важно, какой судья, суд, им всем пофигу, они все принимают сторону арбитражного управляющего. В этом процессе все заинтересованы не найти какого-то преступника, которому долги нужно не списать, а быстрее закончить. Банкротство выгодно банкам? Выгодно. Вам выгодно? Выгодно. Юристам, которые за это деньги получают? Выгодно? Выгодно. Арбитражному управляющему, который за это деньги получает? Выгодно? Выгодно. Судье выгодно или невыгодно? Вот само банкротство нет. Но судье выгодно
все дела, которые у него в производстве, как можно быстрее закончить, не растягивая, потому что ему каждый день приходят новые дела. То есть копаться здесь никто не заинтересован. Будут ли звонить коллекторы при банкротстве? Это будет последний вопрос, потом дополнительно еще запишу третью часть. Нет, они звонить вам не будут. Вот до процедуры банкротства не каждый, вообще, ну, коллекторы, давайте будем понимать, как организация, это какая-то служба взыскания банка. Там либо уже нанятые реальные коллекторы, либо уже долг проданы, там какие-то тоже коллекторы. Служба взыскания назовем. Не каждый из них захочет понимать, что вы будете проходить или проходите процедуру банкротства. Они вам звонить будут. Вы должны знать, что, то есть до какого момента? До того момента, как вас признают банкротом, вам будут звонить. Обязаны они звонить. Они не могут не звонить, то есть у них регламент. Вот должник, звони ему там 2 раза, не чаще 2 раз в день, но не более 4 раз в неделю, не более 4 раз в месяц. Это, кстати, регламентируется жестко 230-м федеральным законом. Вот небольшие какие-то там косяки привлекают к административной ответственности банка, организацию, которая звонит вам. То есть банк не может, служба взыскания не может вам звонить чаще, чем 4 раза в месяц. Должники не жалуются на это. Они звонят 5, 6, 15. Кто-то мне телефон показывает полностью, список вызовов, он красный. То есть звонят постоянно. Есть такие ребята, которые ставят на автодозвон, что он каждую минуту идет вызов. Поднимайте трубку, там сброс. Не будем их называть. То есть, что касается звонков, на моем канале, если вас это тревожит, есть видео, называется «Единственный правильный способ, как общаться с коллекторами». В этом видео от начала до конца я все объяснил, когда будут звонить, когда не будут звонить. То есть я здесь тоже объясню, при банкротстве не будут звонить, им уже невыгодно. Вот до того, как вас признают банкротом, вам могут звонить и дразнить. Скажите номер дела, вас еще не признали, а вы знаете, какие последствия, там, ну, то есть сбивать с толку. Это, например, юристу они позвонят, и юрист все четко знает, он, конечно, это не будет слушать. А вы не знаете. И там сидят тоже наученные люди, психологи, там, понятно, это молодые ребята, но их тренируют, чтобы вас сбить с толку, чтобы вы задумались. А вы должны учитывать, вы не имеете права выбирать преимущественно, кому вы будете платить, а кому нет. Перед банкротством, например, вам звонит, не знаю, коллекторское агентство какое-то и говорит: заплатите нам 10 тысяч рублей, мы вас оставим в покое, делайте спокойно банкротство. Либо, если нет, мы будем в процедуре банкротства жаловаться, чтобы вам не списали долги. Звучит убедительно? Да, убедительно звучит. Правда это? Но это вообще далеко от действительности. Никак они не смогут повлиять. Мы знаем формулу. В течение 36 месяцев мы не можем погасить свои долги. Кто бы там ни жаловался, нам спишут долги однозначно. Но говорить им это не нужно, то есть вступать с ними в диалоги не нужно. Нужно поднять, услышать, что они сказали, сказать: я прохожу процедуру банкротства, сбросить. Все. Если уже идет речь о диалогах. Люди боятся бросать трубку, начинают выслушивать, их как гипнотизируют. Я делаю процедуру банкротства. Все, и он слушает, что ему там рассказывают, слушает. Вас просто там переубедят, будут переубеждать, по крайней мере. Этот диалог никогда не закончится: все хорошо, до свидания. Там закончится уговорами на оплату. Поэтому, мои дорогие друзья, что касается коллекторов, это надо вам отдельно смотреть видео, где я именно алгоритм рассказываю, как минимизировать все звонки, если они поступают, и когда можно отказаться. А так вообще 4 месяца просрочки у вас есть. Можете отказаться, вам никто не будет звонить. Будут иметь право слать только смс и письма домой. Но 4 месяца нужно подождать. 4 месяца просрочки есть, можете отказаться. Это даже никак не влияет процедура банкротства на это. Просто в этот 230-й федеральный закон, уведомление об отказе от взаимодействия называется. Дорогие друзья, если на какие-то... Потому что вопросы один как бы выливается из другого. Один связан с другим. Один и тот же вопрос звучит по-разному. Пишите в комментариях, буду что-то отвечать. Пишите свои вопросы нам в Telegram. Там мы ответим наиболее быстро. Что касается процедуры банкротства именно. И все, что с этим связано. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите третью часть. До свидания.